Ну что, ребят, прошло уже больше недели с премьеры сериала Fate the Winx Saga, нашего долгожданного сериальчика. Надеюсь, что большинство из вас уже посмотрело весь первый сезон полностью. Если что, весь первый сезон уже доступен на Netflix. Первый месяц подписки бесплатный. Можете спокойно оформить и потом просто отменить продление, если вам не нужна эта подписка. На Netflix вы можете найти полный русский перевод, русский дубляж, также и там есть русские субтитры и вообще множество других языков. На каком угодно смотрите и можете просто включить русские субтитры. Возможно, это даже будет лучше, чем смотреть в дубляже. Ну и в этом видео я решила с вами поделиться своими общими впечатлениями о сериале, о его первом сезоне, что я думаю, что мне понравилось, что не понравилось, какая моя оценка и так далее. Учтите, что в этом видео могут быть некоторые спойлеры, не то чтобы могут быть, они будут, так что если вы еще не смотрели и боитесь словить спойлеров, возможно, просмотр этого видео стоит отложить, а может быть и нет. Я знаю, что многие ждут от меня отдельных видео по каждой серии с моими комментариями, с моими разборами, это обязательно будет, и если вы еще не подписались, обязательно сделайте это, включите уведомления, чтобы точно не пропустить такие видосики. Пожалуйста, не забывайте, что мое личное мнение — это мой личный взгляд, и вполне возможно, что мы с вами в чем-то не сойдемся, что-то нам больше нравится, что-то меньше. Мы все разные, у всех разные предпочтения, и давайте это просто учитывать и уважать мнение друг друга, окей? Так что ваши отзывы о сериале я буду ждать в комментариях, многие уже со мной поделились, но, возможно, какие-то новые мысли у вас появились, и, в общем-то, да, давайте уже начинать. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь назвать меня Уна Фата, что означает добро пожаловать на мой канал. Ну что ж, я вижу, что многим из вас действительно понравился сериал, многие ставят прям очень высокие оценки, и действительно многие не ожидали, что выйдет настолько неплохо. Да, вышло всего лишь 6 серий, первый сезон этого сериала состоит всего лишь из 6 серий, и этого действительно очень-очень мало. Многие заметили, что как-то еще хочется, вот прям сейчас и прям здесь. И действительно очень много вопросов остается к тому, что там происходит. Да, те, кто закончил с просмотром первого сезона, теперь вовсю ждут второй сезон, а то может и третий, и четвертый сразу и так далее. Вообще, как-то проскальзывала информация о том, что этот проект рассчитывается как минимум на 3 сезона. И летом была какая-то фотография, которая говорила своим существованием о том, что над вторым сезоном уже потихоньку начинали работать. Насколько он в действительности будет, пока неизвестно, но есть очень-очень-очень большая вероятность, что проект действительно продлят, и он будет жить еще долго и счастливо. И этому, конечно же, способствует шикарнейший рейтинг этого сериала. Во многих странах, где есть Netflix, этот сериал на первом месте уже несколько дней, это просто безумие какое-то. Мне кажется, он вполне себе может продержаться даже месяц в топе, хотя бы в каких-то странах. Я не знаю, как будет момент, когда я выпущу это видео, но вот сейчас, пока я снимаю, Fate держится на первом месте, например, в Netflix Россия. Я думаю, он еще долго там продержится. Конечно же, благодарность за прекрасные результаты фанатов радует и выпускают какой-то там интересный дополнительный контент. Так, в официальном инстаграме этого сериала Fate Netflix выпустили 2 маски. Одна маска прикольная, такая интерактивная, сейчас я вам на себе ее покажу. Тут можно узнать, какая ты фея. Вот. Какая-то фея. Так, сейчас пройду тест. No. Yes. Yes. И вот я фея огня. Ну, красиво, красиво, согласитесь. Кроме этого, тут еще есть и другая маска, где можно просто примерить на себя как бы силы фей. Вот я, например, тут фея разума. Теперь я фея огня, кем я, видимо, и являюсь. Теперь я фея света. Тут можно, кстати, улыбаться, и что-то будет тут подсвечиваться. И вот я фея воды. Вау. А еще на Spotify вышло целых 7 официальных плейлистов с музыкой из этого сериала. Сейчас я вам расскажу, как быстро найти их. Вот я специально для этого скачала приложение себе на телефон. Никогда раньше не использовала Spotify. Находите Netflix, официальный аккаунт. Вот он здесь еще с галочкой. И смотрите все. И вот первые 7 плейлистов — это как раз плейлисты по этому сериалу. Как вы видите, здесь есть отдельно по каждой фее плейлист. И это очень интересно. Я, честно, пока не слушала другие плейлисты, я послушала только вот этот вот просто Fate the Winx Saga Official Playlist. Он прикольненький. Не знаю, я почилила, мне было классненько. Ну и может быть вы заметили мой новый чехольчик.
и, возможно, уже оценили, какой он красивый. Я на самом деле не из тех людей, кто любит вот эти вот все чехлы на телефон и всякое такое, но Case Place меня приучили держать свой телефончик в красоте, и именно поэтому я о них сегодня вам рассказываю. Case Place — это очень классный онлайн-сервис по созданию чехлов и аксессуаров для своего телефона. Там вы можете создать как что-то полностью свое с помощью специального конструктора, либо заказать какую-то вещь с уже готовым дизайном, которых там очень много. На сайте уже есть большущая разнообразная готовая коллекция Wings, ну а также там есть и другие коллекции, например, сериалы. В общем, я думаю, что-то, что вас заинтересует, вы сможете найти на сайте, ссылочку обязательно оставлю в описании, и также не забывайте пользоваться моим промокодом «Спасибо Унафата», который даст вам 200 рублей скидку на любой заказ. И да, не за что. Вообще-то правильнее говорить «пожалуйста». Ну ладно. В общем, да, целый мир ликует, в особенности ликуют фанаты Wings, и в особенности ликуют, по-моему, в Бразилии, потому что там устроили просто какой-то праздник жизни, вот честно. Бразильские фанаты, конечно, и сами были очень активны, и то все прям вознаградилось по полной, но вы просто посмотрите, какие красивейшие баннеры у них там по городам висят. Я завидую. Почему у нас такого нету? Где у нас? Мы тоже ждали, мы тоже рады. У них еще в официальном аккаунте Netflix Бразилия очень забавный видосик вышел. Я, в общем, тоже там оставлю ссылочку в описании. Посмотрите. Я ничего не поняла, потому что я не знаю их язык, к сожалению. Там не было субтитров, но очень такой заводной видосик. Прям Wings вайб на полную. И перейдем уже непосредственно к сериалу. Персонажи, конечно же, очень другие. Это было изначально известно, что сериал вообще не будет копиркой оригинального мультсериала, но, тем не менее, конечно, было прям необычно видеть тех самых героев в совершенно другом амплуа. Наверное, именно поэтому мне было странно слышать имена героев типа Bloom, Sky, Stella, Riven, Muz и так далее. Как-то вот налет вот этой серьезности куда-то уходил, и не знаю, непривычно немножечко, потому что это такие имена, которые, мне кажется, редко встретишь в жизни, особенно, конечно, у нас, ну и в целом. Но, тем не менее, было приятно увидеть какие-то такие маленькие, миленькие отсылочки к оригинальному мультсериалу. В частности, я заметила несколько отсылок в образах героев. Например, у Музы был довольно знакомый дождевичок, мне показалось, что довольно похоже. У Беатрикс образ был почти вот прям полностью списан с одного из образов Сторми во втором сезоне. И у Стеллы ободочек. Я прям в любви. Ободочек. Контент 18+. В принципе, не сильно мне бросался в глаза. Он был, но не так его много было в целом. И я думаю, что можно было в целом обойтись без него. Более-менее понятным и в тему мне показался момент со Скаем и Стеллой. И то я кекнула с того, как после всего Ривен там зашел к ребятам в комнату, так окинул их взглядом и пошел по своим делам. Если в случае с Фарой можно понять, что она там что-то попивает, какой-то коньячок или что там она пила, это в целом окей, то вот покуривание косячков и употребление пирожных с непонятной начинкой, ну, что-то не знаю. Мне кажется, можно было спокойно и без этого обойтись. Локация — это просто... Непривычно, конечно, видеть Алфею в историческом здании, не в розовом исполнении, но сами комнаты девчонок вполне себе ничего, такие неплохие. Я даже в какой-то момент словила себя на мысли, что это чуть-чуть атмосферой похоже на игру Wings на ПК. Природа Ирландии — это просто вообще что-то. Меня это так поразило, и особенно изумрудные прям леса. Я после этого написала своей знакомой, которая живет в Ирландии: Катя, привет. Она мне подтвердила, что там действительно вот, фактически так же, как показано в сериале. Я теперь хочу в Ирландию. Пожалуйста, заберите меня туда. Заставка прям очень короткая, и это прям сразу ломает шаблон Wings, потому что они, по-своему известны тем, что у них длинные и такие насыщенные заставки. Я думаю, это сразу нам говорит о том, что этот сериал будет совершенно не тем же, что мы видели в мультсериале. При этом для меня заставка немножечко совсем выбивается из общей стилистики, особенно в первой серии. Значит, нам сначала показывают, как умирает какой-то неизвестный нам герой, и после этого такая вдохновленная, воодушевленная, красивая заставка. Это немножечко странно выглядело. Я думаю, что дело, скорее всего, в музыке. Она красивая, все прекрасно, все потрясающе, но мне кажется, что для такого проекта на заставку нужна какая-то более такая эпичная, немножечко более мрачная музыка. Вот. Мне кажется, тогда выглядело бы намного более в тему. Но вопрос, который меня до сих пор тревожит, что такое Wings? Почему они не объяснили в сериале, что такое Wings? Кроме того, что так называется комната самих девчонок, главных героинь. Для меня как-то пока еще не вяжется название самого сериала с его начинкой. Возможно, из-за того, что это только первый сезон, нам пока ничего конкретного не дали, и, возможно, как-то со временем станет понятнее. Мне пока понятно только то, что, возможно, название на английском языке Fate The Wings Saga
Это как игра слов, потому что с английского fate переводится как судьба, так у нас и перевели. А также на итальянском fate, оно также пишется, просто по-другому читается, означает феи. Вот, возможно, в этом как раз и есть замысел. Мне понравилось, что они сделали полную противоположность тому, как девочки познакомились в мультсериале. Здесь не было вот этой вот ванильности, сладкой ваты. Все довольно приземленно. Для меня это оказалось жизой, потому что мне, например, когда я поступала в вуз, понадобилось где-то год или два для того, чтобы полностью адаптироваться в новом обществе. Бои и тренировки вообще какими-то неинтересными показались. Мы с Сашкой вместе смотрели этот сериал, и он заметил, что все движения, вот эти боевые, они повторялись постоянно. Вообще непонятно тогда, для чего тренировки, если вы отрабатываете одни и те же движения. Сами мечи какие-то тоже не очень интересные. Если вы помните, вообще-то в оригинальном мультсериале тоже были типа мечи, но они были более такими технологичными, и на самом деле у них замысел такой, что они могут превращаться фактически во все, что угодно, а у того же Тимми, например, вообще был бластер. И с одной стороны, они говорят, что в процессе эволюции феи потеряли крылья, а с другой стороны, мы видим, как специалисты используют какие-то средневековые оружия, типа... Я тут вначале намекнула, но сейчас скажу напрямую. По моему скромному мнению, перевод в дубляже русском не очень качественный. Он не совсем соответствует тому, что говорят на английском. Мы с Сашей смотрели на английском, это не потому, что мы такие крутые тут чекули, это потому, что Саша по-другому со мной никак не хотел смотреть этот сериал, а сам сериал он хотел посмотреть, но только на английском. В общем, мы смотрели на английском, и после этого я посмотрела парочку моментов на русском языке, и мы поняли, что там настолько искажается весь смысл. В принципе, это стало понятно уже по трейлеру. Там тоже все было примерно на таком же уровне. Вот, поэтому, если у вас все-таки есть желание посмотреть, и если вы не очень понимаете, например, английский язык или любой другой язык, наверное, лучше воспользоваться именно субтитрами, потому что субтитры на русском языке довольно неплохие, опять же, по моему скромному мнению. Ну и еще одна деталь русского перевода. На английской странице этого сериала написано, что это шоу emotional, а на русской странице написано, что он глубокий. Терра стала для меня просто открытием этого сериала, потому что я вообще никак не ожидала, что этот персонаж мне настолько зайдет. Было много мнений по поводу Терры, было много мнений по поводу того, что Терра, по сути, заменила Флору, но на деле это не так, и я рассказывала об этом в своем предыдущем видео по этой теме. Из всех главных героев Терри я сопереживала больше всего, возможно, опять же, потому что это больше связано с моим каким-то опытом, но каждый раз, когда она смотрела на себя, как-то очень грустно и переживала, возможно, из-за своего внешнего вида. Каждый раз, когда она была не уверена в себе, каждый раз, когда она пыталась заговорить с девчонками, но ответ был холод, каждый раз, когда она пыталась скрыться от общества и пыталась найти помощь у своей семьи, мне прям сердце сжималось, я реально почти рыдала на этих моментах. Но при этом классно, что Терру не сделали какой-то совершенной крайностью. И несмотря на свою неуверенность в себе, она знает цену себе. И ситуация, когда она узнала, что Дэйн там смеется над ней за ее спиной, она постояла за себя, и точно так же ее были готовы поддержать ее родные. В общем, Терра просто лапочка, булочка с корицей, с повидлом, с сыром, с маслом и так далее. Но все еще надеемся на появление Флоры, потому что оно, в принципе, довольно вероятно. И даже, возможно, во втором сезоне, но Терру тоже очень сильно любим. Муза тоже довольно хороша, не сказать, что я стала прям ее какой-то большой фанаткой, но в целом тоже неплохо, я думала, что будет хуже. Конечно, мне больше всего нравится, как интерпретировали ее волшебные силы, ее увлечение музыкой, но пока не очень сильно понятно, как конкретно ее сила будет работать во время боевых действий, потому что я пока вижу, что она очень-очень полезна в более-менее мирное время, или как минимум в тылу, но вот на поле боя я пока не знаю. В общем, посмотрим, что нам покажут. Пара Музы и Сэм тоже очень понравилась, но честно вам скажу, что первое время мне казалось, что это все глюки, что ей просто кажется, что они встречаются, на самом деле это у нее там ее силы ей что-то наглючили, короче говоря. Правда, просто Сэм так быстро пропадал, что мне показалось, что ей просто кажется, что они встречаются, но на самом деле это, оказывается, они так скрывали свои отношения зачем-то от Терры. Ну и, конечно, последняя серия, где Муза рассказывает о своей болезненной потере матери и затем перебарывает себя и идет на спасение Сэма, прям в самое сердечко. Очень-очень трогательный момент, сильный и глубокий. Аиша. Такой шикарный персонаж, такой сильный, такая целеустремленная, такая прямолинейная, просто бомба. Водяная бомба. Вот она для меня 100% спортсменка в таком классическом понимании. Она всего везде добивается, она все везде может. Шикарный тимбилдер.
И мне вообще кажется, самая адекватная из всех персонажей из этого сериала. Еще мне очень-очень понравилась ее прическа, вот эти вот вплетения с синими косичками. Просто шикарная идея. И вот ее внешности очень сильно подходит. В общем, белиссимо. Блум. Нытик, истеричка, супер эмоциональная, но здесь хотя бы это всем ясно, и это хотя бы все признают как проблему. Она постоянно метается из стороны в сторону, не знает, как поступить лучше, чтобы докопаться до правды, постоянно оступается, совершает ошибки, но все-таки не уходит от ответственности и пытается как-то справиться с проблемами, и в последней серии у нее, по-моему, это прекрасно получается. Вот что мне в этой Блум нравится, это то, что она не скрывает своих эмоций в общении с учителями в том числе, и в частности с Фарой. И этого мне очень сильно не хватало в оригинальном мультсериале. Здесь, если чуть что, сразу Фара отвечает за свои слова. Ну и, конечно же, всех очень удивило появление превращения в этом сериале. Да, мы увидели превращение Блум в 6-й серии, и, честно говоря, я сначала так кринжанула. Все-таки, когда с самого начала тебе дают понять, что превращения не будет, даже крыльев как-то не будет, ты такой типа, ну... Обидно, конечно, но окей. Даже, в принципе, нормальную аргументацию привели, я с ней согласилась, такая, ок, да, поехали дальше. А в результате в последней серии Блум раз превращается. Вот все хорошо, и все классно, это реально очень классный такой эмоциональный момент. Ну вот со спецэффектами, ну что-то нужно сделать, ребятки. Мне кажется, надо побольше уже деньжат выделить в следующем сезоне, чтобы эффекты реально прям очень классные были, потому что здесь все-таки этого не хватало. Вот в некоторых местах проскальзывали такие моменты, где прям очень-очень сильно видно графику, ну... Так-то в целом идея прикольная, мне реально понравилась, и я такая, типа, вау, Блум превращается, у нее там огненные крылья, это очень красиво выглядело. Но... Графика. Это было реально очень сильно похоже на некоторые рекламы Винкс. А как бы реклама Винкс это не очень высокобюджетные вещи, понимаете сами. И это было отчасти похоже на клип We Are Believix. Тоже не сильно большой бюджет, как вы понимаете. В общем, ребятушки, Netflix, Брайан Янг, выделяем денежки на спецэффекты. Ну и, конечно, Блум очень много, прям очень много. Иногда это даже немножечко подбешивало. Учитывая, что нам как-то особо не дали познакомиться с более второплановыми персонажами, чего я здесь на самом деле очень сильно ждала, что нам будут больше показывать более таких фоновых персонажей. Здесь этого не случилось, и кроме этого еще и как-то Блум просто очень много было. Я, конечно, понимаю, что они, в принципе, придерживаются основного концепта, как и в оригинальном мультсериале, когда о Блум основное повествование, в принципе, идет, но как-то очень много. Как-то даже о других главных героинях мы особо ничего и не узнали. Ну, такая очень основная поверхностная информация, в то время как о Блум мы узнали много чего. В общем, надеюсь, что нам раскроют хотя бы Винкс в следующем сезоне побольше. Больше покажут моментов взаимодействия с второстепенными персонажами, потому что этого действительно здесь не хватало. Земная семья Блум тоже прям поразила. И это почти полная противоположность тому, что мы видели в мультсериале. Мать вообще какая-то неадекватная. Я вообще не знаю, откуда взялся этот персонаж, потому что я знаю Ванессу более доброй, заботливой и понимающей. А тут... Что это? Отец, кстати, в принципе, довольно сильно по характеру похож, такой же покладистый, такой же прислушивающийся к своей жене. Что она скажет, то и сделаем. В целом, нам пока такого его и раскрыли. А здесь, получается, сама Блум рассказала родителям, что она для них не является родной дочерью, заодно рассказала, что она фея. И мне кажется, в этот момент у родителей произошел взрыв мозга. Фара Даулинг. Шикарный персонаж. Во-первых, хочу отметить, что классно придумали с именем. Теперь она не Фарагонда, а просто Фара. Еще хочу сказать, что актриса просто невероятно красивая. Такая прекрасная женщина, и какие там прически делали, я просто умираю. И в результате получился такой образ сильной женщины, которая действительно до последнего готова стоять за свою школу и за своих учеников. Прям чувствуется такая сила. 10 из 10. Смерть Фары это, конечно, что-то с чем-то. Я ей орала. Не вставай спиной к Розалинде, обернись. А она тупила стояла. Ну и в результате умерла. Ну как-то слишком все это легко произошло. Еще заметили, что прям за секунду до момента смерти у Фары изменился цвет глаз. Возможно, действительно что-то там произошло в этот момент. Короче, мне кажется, что Фара вернется в следующем сезоне. Особенно смотря на то, как другие персонажи легко возвращаются к жизни. Стелла.
Очень интересный персонаж с таким запутанным характером. С одной стороны, она такая бич-диаспора, с другой стороны, она на самом деле действительно та самая милашка Стелла, которую мы знаем. Многим не понравился этот персонаж как раз вот своей стервозностью, но на самом деле, если вы полностью посмотрите первый сезон и более-менее проанализируете то, что происходит вокруг этого персонажа, вы поймете, что корень зла в ее матери, которая хочет, чтобы она стала такой же стервой, как она сама. Вообще, я не ожидала, что Луну сделают именно такой здесь, потому что я помню, что в 5-х и далее сезонах она появлялась, она была довольно такой нежной, заботливой. Здесь она прям такая властная женщина, и я в шоке, честно говоря. В первом сезоне, конечно, упоминалось, что Стеллу родители как-то особо не замечали, вспоминали про нее только когда она приносила домой плохие оценки. Ну, не знаю, я не думала, что здесь доведут до такого. Злодеев я как-то не особо пока оценила. В первом сезоне это, как я понимаю, в основном были вот эти вот горелые. Их там по-разному называют. Ну, вот Саня назвал их горелыми, пусть и будут горелыми. Я думаю, все-таки графика подвела, хотя я видела, что вроде этих горелых реально играли вот люди, просто все намакияженные в гриме. Я даже не представляю, сколько времени этот грим мог занять. Ну и у меня как-то остаются все еще вопросы, откуда вообще на самом деле изначально эти горелые. Возможно, нам все-таки расскажут, но в целом все равно понятно, что основные злодеи этого сериала, хотя бы на ближайшее время, это сами люди. Или там человекоподобные, я не знаю, как их назвать, феи, не феи. Розалинда, Беатрикс, Луна и, видимо, Андреас. Ну и говоря о Беатрикс. Такая горячая штучка. Я втюрилась, вкрашилась, и все дела, вот что там такое делают. Короче, ребята, держите меня. Очень достойная интерпретация сразу 3 ведьм. Вау. Вот несмотря на то, что мне в целом не понравились вот эти сцены с курением и всяким таким, мне показались миленькими те сцены, где Беатрикс с Ривеном там что-то перекуриваются и едят вместе яблочко. Это было мило по-своему. Но инфосотка, она продолжит гадить в следующем сезоне, а то, может быть, и с большей силой. Так что ждем, боимся и очень ждем. Вот Ривен прям противный, он прям какой-то конченый в этом сериале, реально, ребят, мне прям тошнить от него тянет. Бывали, конечно, моменты, когда у него проблескивал разум и вроде как голова начинала работать. Ну, короче, он не на 100% токсик, ну так, ну, на 94 где-то процента. Ну, чуть поменьше. Скай показался мне приятнее в этом сериале, чем он был в мультсериале. Ну вот это вот все-таки метание между двумя девушками, ну прям совсем нехорошо здесь показано. Прям ай-яй-яй так делать Скай. Все еще такой ванильный красавчик. Я, честно сказать, в жизни таких не очень люблю, но спасибо, что не сделали совсем такого сладкого мальчика. И вот мне все еще кажется, что Блум и Скай могут оказаться сестрой с братом. Не знаю, почему я так решила, но вот что-то меня это чувство не покидает. Посмотрим, что там будет в новых сериях. Сильва и Андреас оказались тоже очень интересными персонажами. Не ожидала, что там будут такие прям плот-твисты неожиданные. И да, 2 неожиданных поворота сразу за один сезон, связанные с этими персонажами, это просто... Знаю, что многие уже занялись шиперством героев этого сериала. Расскажу вам о своих любимых парочках. Это, во-первых, конечно же, Беатрикс и Ривен, которых я уже упомянула. Это Фара и Сильва. Мне кажется, у них там химия какая-то иногда проскальзывает. И Плумейша. Sorry, not sorry. Вот прям с дня на день выйдет книга, новелизация по этому сериалу, но до России дойдет она только в марте. Увы, очень жаль на самом деле, потому что, как это обычно бывает, там много дополнительной информации. Было бы очень интересно узнать, но придется вот подождать до весны. Ну и, в общем-то, как-то так. И моя оценка 7 из 10. Есть все-таки моменты, над которыми стоит поработать. От спецэффектов, о которых я уже много сказала, до некоторых диалогов. Все же действительно стоит поработать побольше над образами персонажей. Проскакивали классные образы, некоторые из них довольно сильно напоминали образы из оригинального мультсериала, но хотелось бы почаще видеть более такие какие-то яркие, насыщенные образы, даже не в плане цвета, а именно вот в плане самого наполнения. И хоть моя оценка не 10 из 10, а всего лишь 7 из 10, это означает только одно. Второй сезон необходим. Начало неплохое, ребят, продолжайте работать. Что ж, это было мое мнение по поводу первого сезона сериала Fate the Winx Saga. Очень надеюсь на ваше мнение, пожалуйста, оставляйте комментарии. Также в комментариях пишите, нужен ли разбор каждой серии. Если нет, сниму какие-нибудь другие прикольные видосы по этой теме. Если да, сразу сажусь за обзоры. Надеюсь, вы уже оценили это видео лайком или дизлайком, а также подписались на канал и включили все уведомления, а то иначе, как вы узнаете, что вышли новые прикольные видосики. Здесь я вам сделала неплохую такую подборочку из других моих роликов, так что приятного вам просмотра и до скорого!